Национальный центр «Россия» – пространство гордости за свою страну и людей, которые в ней живут. Аналогов ему в мире нет. Здесь работает постоянная экспозиция «Путешествие по России». Это наглядная демонстрация достижений нашей страны в прошлом и настоящем. С момента открытия Национального центра в ноябре 2024 года прошло более 10 выставок. Мы сотрудничаем с лучшими производителями страны. В универмаге «Россия» можно найти продукцию, созданную руками и сердцем. В гастрономических рядах представлены кухни народов России. Через вкус можно многое узнать о стране, ее традициях и культуре. Национальный центр – это сотни культурных, образовательных, деловых и международных событий, важных для всего мира. Мы соединяем сердца на первом, единственном в мире свадебном фестивале. Это бережное сохранение традиционных семейных ценностей. Мы бережно храним память о подвигах героев и объединяем людей со всех уголков России, создавая живую связь прошлого, настоящего и будущего. Особое внимание уделяем молодежи и развитию их профессиональных навыков. В школах юного экскурсовода и журналиста мы признаемся в любви к родине. В 2029 году откроется новое здание Национального центра в Москве. Ты в игре. Конкурс для тех, кто полон энергии. Для тех, кто не готов останавливаться. Ради достижения цели. Даже если сбился с пути, ты продолжаешь движение. Ты ускоряешься на финише. Справляешься с давлением. Расширяешь границы. И растешь, потому что не можешь иначе. Ты в игре. Ты в зоне роста. Ведущий церемонии награждения Всероссийского конкурса спортивных проектов Дмитрий Губерниев.
Впереди наша цель. Впереди. Ты в игре. Ты в победе. Себя убеди. Чтобы не было страха в душе на крутом игровом вираже. Вот так, чуть перефразируя слова гениального Николая Добронравова, мы начинаем наш сегодняшний блестящий большой форум. Здравствуйте, друзья! Ты в игре, ты в зоне роста. Вот так мы начинаем нашу торжественную церемонию. Церемонию конкурса, который помогает взращивать, если хотите, блестящие инициативы до больших, значимых для великой страны проектов. Ты в игре. Это зона и личного роста авторов проекта, и зона огромного личного роста всех тех, которые создают проекты и делают эти проекты нужными и полезными для России. А если это полезно для России, это полезно для целой нашей планеты Земля, потому что мы во многом как раз и законодатели мод, законодатели инициатив. И победа будет за нами. Итак, друзья, 6-й год. Конкурс «Ты в игре» проводится, оно национальные приоритеты при поддержке Министерства спорта Российской Федерации по государственной программе «Спорт России». За это время он объединил тысячи проектов и тысячи авторов спортивных, разнообразных, блестящих историй со всей страны и становится настоящей точкой роста для многих инициатив. Конкурс ежегодно поддерживают надежные партнеры. В этом сезоне в их числе компания «Боско», которая уже многие годы создает экипировку для олимпийской сборной России, а теперь еще и для финалистов конкурса «Ты в игре». В рамках 6-го сезона, друзья, мы получили 6133 заявки. Каждый проект уникален, каждый проект — это созидание и рост, и каждый проект — это люди, и каждый уже по-настоящему победитель. Сегодня на сцену этого величественного национального центра России выйдут финалисты конкурса «Ты в игре» для того, чтобы, конечно же, стать настоящим чемпионом. Ну, помните, как мы в детстве получали награды, как они грели наше сердце, как опять же они становились большой точкой роста для всех нас. Мы стремились быть выше, мы стремились быть сильнее и, конечно же, уважаемые друзья, мы стремились победить. И сегодня нет сомнения, эту победу одержат многие. Ну что, все готовы? Прекрасный зал, наша онлайн-аудитория. Настроение прекрасное, мы идем дальше. Ну сейчас давайте поприветствуем всех участников конкурса, членов экспертного совета, наставников, блестящих партнеров, всех онлайн наших зрителей, которые смотрят в этот момент прямую трансляцию, которые болеют за проекты, что вышли в финал. Мы начинаем торжественную церемонию награждения победителей 6-го сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Нас всех объединяет любовь к спорту, искреннее стремление сделать его частью жизни каждого. Меня, например, учили в Институте физкультуры, что физическая культура – это часть общей культуры человечества. Но представляете, как в этом смысле красками в жизни каждого человека, в том числе и в культурной жизни, играет его величество спорт. В этом году в финал вышли 34 проекта. Они были отобраны уважаемым экспертным советом. И сейчас мы назовем победителей и будем чествовать лучшие спортивные проекты в нашей стране. Для торжественного открытия, уважаемые друзья, мы прямо сейчас передадим видеослово председателю Олимпийского комитета нашей страны, министру спорта Российской Федерации Михаилу Дегтяреву. Внимание на экран. Дорогие друзья, приветствую организаторов, участников и зрителей на церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что спорт помогает формировать характер, прививает ценности здорового образа жизни. Именно на это нацелен конкурс «Ты в игре», который проводится в рамках комплексной госпрограммы «Спорт России» Министерством спорта и ОНО «Национальные приоритеты». За все время проведения конкурса его проекты охватили в общей сложности более 24 миллионов человек. Только в этом сезоне на конкурс поступило более 6 тысяч заявок с охватом в 4 миллиона человек.
Важно отметить, что из года в год на конкурс поступает все больше инициатив, связанных с поддержкой детей, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов боевых действий. Я желаю всем участникам конкурса, энтузиастам, любителям спорта веры, надежды и любви. Ведь любовь к России и спорту – это то, что нас объединяет. Успех! Спасибо, Михаил Владимирович. Итак, номинация «Точка старта», друзья. Переходим к волнующему моменту, объявлению победителей. Любой замысел может так остаться просто идеей, если не начать воплощать его в жизнь, начать что-то новое, пожалуй, один из самых сложных шагов на пути к реализации. Открывает номинация «Точка старта» нашу церемонию, объединяет проекты, которые уже делают первые уверенные шаги, развивают спорт на местном, муниципальном, региональном уровнях, повлекают жителей городов и поселков, создают новые спортивные сообщества. Инициатива объединяет до 500 участников. Именно с таких проектов часто начинается путь к большим изменениям. В этом сезоне номинацией стала, внимание, второй по популярности. В ней было подана 1381 заявка. Это, конечно, очень здорово. Итак, друзья, в номинации «Точка старта» в финал вышли 5 проектов из 5 регионов России. Мы начинаем. Джингл! Для вручения наград на сцену приглашаются генеральный директор ОНО «Национальные приоритеты» София Малявина и министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло. Здравствуйте. Здравствуйте, все спортсмены и причастные к спорту. Эта номинация, она вообще отображает философию нашего конкурса «Ты в игре». И даже самый масштабный проект был когда-то маленькой идеей. Эти люди не побоялись идею реализовать, взяли на себя ответственность и сделали из этого целый проект, который привлек достаточно большое количество людей. А в этой номинации у нас до 500 участников проекта. Добрый день, уважаемые друзья. Конечно, конкурс «Ты в игре» показывает, что развитие массового спорта как раз начинается с инициатив от людей. Огромное количество заявок, больше 6000. И здесь можно сказать, что, конечно, такие проекты создают новые сообщества, увлекают огромное количество людей, молодежи, детей. И, конечно, спасибо всем, кто участвует. От всех министров региональных могу сказать, что, конечно, проекты в регионах поддерживаются, и мы будем поддерживать. Такие проекты нам очень нужны для развития спорта. И здорово, что в финал вошло 23 проекта из регионов, и это говорит о том, что это очень интересно. Поэтому, конечно, всем участникам желаю реализации проектов, победителям успехов. И, конечно, такие инициативы, еще раз повторяюсь, нам очень нужны. Спасибо, что подаете, помогаете, а мы уже, как региональная власть, региональный министр спорта, будем поддерживать и развивать, и увеличивать уже охваты этих проектов. Спасибо. Спасибо. Итак, вот они, наши финалисты. Ежегодный сплав по реке Волхов, Тельняшка сплав, Ленинградская область. Школа экстрим-спорта Райдер Kids, Пермский край. 5-й ночной турнир по баскетболу 3х3, Ульяновская область. Серия беговых мероприятий «Златоуст бежит», Челябинская область. Танкомодельный спорт, Республика Коми. Это финалисты. Но кто же победитель? София. Нижний Новгород всегда один из лидеров не только по спортивным проектам, но и вообще по проектам развития. Но в этом году проект победитель из Пермского края. Школа экстрим-спорта Райдер Kids. Для получения награды на сцену приглашается автор проекта Денис Александрович Гетман. Пермский край. Там работает блистательная совершенно министр спорта Татьяна Васильевна Чеснокова. Прекрасная мама, подлинный профессионал. Пермский край для многих место силы. Спорт развивается активно. И мы видим экстремальные виды в любимом Пермском крае, лучшие на точке старта или в точке старта. Спасибо! Дети осваивают горные лыжи и сноуборд, летом ролики. Масса интересного и, конечно,
доступность вот этих самых секций, это значит очень многое. Итак, друзья, мы идем дальше. Следующая номинация «Масштаб». Многие проекты начинаются как небольшие инициативы, но со временем объединяют тысячи людей, выходят далеко за рамки, за пределы даже регионов и становятся по-настоящему масштабными. Именно вот таким проектам посвящена наша следующая номинация «Масштаб». В ней представлены инициативы федерального уровня, а также проекты, которые охватывают более 500 участников, вносят значимый вклад в развитие массового спорта по всей стране. Для вручения наград на сцену приглашается президент Федерации Килы России, победитель 5-го сезона конкурса «Ты в игре» Дмитрий Черняк, а также моя коллега, журналистка-марафонец, основатель благотворительного фонда «Дополнительное время» Олеся Серегина. Всем добрый день. Вот у нас номинация «Масштаб». И, естественно, мы отбирали проекты по количеству людей, вовлеченных в тот или иной проект. Но мне бы хотелось отметить масштаб работы членов жюри, потому что 2 дня защит очных. Сначала отбор, попадание в финал, потом защиты. И вы себе не представляете. Во-первых, абсолютно честное судейство. Во-вторых, мы провели 2 дня с утра до вечера, отсматривая защиты, обсуждая, споря. Вот Дмитрий не даст вас обмануть. Там в какой-то момент мне казалось, что это превратилось в игру «Мафия», потому что проектов очень много, все очень сильные, и каждый хотел выбрать тот, который ему ближе, естественно, и мы начинали уговаривать друг друга, искать аргументацию, спорили. Все абсолютно честно. Я знаю, кто победил, сейчас мы скажем, и я очень рада. Давайте. Откуда вы знаете, кто победил? Я же член жюри, я же была там. Были там? Была там. А сейчас вы где? А сейчас я здесь, Дмитрий. Это хорошо. Все, сегодня там, завтра здесь. Да, это наша работа. Это философия. Хорошо. Дмитрий, но мы Друзья, помним, друзья. как вы блистали еще год назад. Да, спасибо, Дмитрий. Друзья, всем привет! Для меня очень символично, что мы будем сейчас награждать победителя в номинации «Масштаб», потому что год назад, как правильно Дмитрий напомнил, я стоял на этой сцене в роли победителя. И я вам точно могу сказать, что победа — это не финал. Победа — это начало развития вашего проекта на совершенно новом уровне. Потому что конкурс «Ты в игре» дает вам возможность найти новые партнерства, поможет вам с информационной поддержкой. А главное, вы выстроите горизонтальные взаимосвязи с коллегами по цеху, вы найдете точки соприкосновения, и что-то точно у вас интересное, какая-то коллаборация родится. Все проекты, которые попали в номинацию «Масштаб» и стали финалистами, это проекты, которые уже зарекомендовали себя как жизнеспособные, востребованные, которые собирают вокруг себя сотни и даже тысячи людей. Поэтому я всем финалистам желаю продолжать развивать ваши проекты и достигать новых вершин. Спасибо большое, Дмитрий. Итак, Олеся, хоть вы и знаете, кто победил, победила по традиции Россия, но тем не менее в конверте что-то должно быть написано. Мы не будем всех... Ну, у нас же не радио, а телевидение, все видно. Уже можно? Фух. Кубок по любительскому биатлону «Пионер Кап». Браво, друзья! Кубок по любительскому биатлону «Пионер Кап Москва» обыграл серьезных конкурентов. Со своими вместе Алтайский край, Лига МАМ Алтайский край, Стартуй вместе с Вологда-марафон Вологодская область, Чистые игры Ленинградская область и любительский биатлон «Пионер Кап Москва». Кочуров Андрей Николаевич, автор проекта. Поздравляем! Вот это я понимаю масштаб. Фото на память в центре. Поздравляем Андрея Николаевича. Биатлон ходит по планете, бегает по планете, кое-где даже стреляет не по планете. В центре сделайте фотку сейчас. Олеся к микрофону подошла. Да, но смотрите, скажите важные слова, а потом перефоткаемся. Да, смотрите, друзья, вот, во-первых, все организаторы, вы самые крутые ребята. То есть, вот, если вы что-то уже сейчас организовываете, я вам советую, точно продолжайте. В те моменты, когда вам тяжело, продолжайте. Я начал это в 2016 году на самостоятельно раскрасив стену старого гаражного кооператива в Алешкинском лесу в Москве. На сегодняшний день мы всероссийская серия по любительскому биатлону. Более 5000 человек ассоциируют себя и себя воспринимают как биатлонистов-любителей. В прошлом году к нам прилетал участник, мужик из Нижнего, который работает в Африке. И он прилетал ко мне на каждый этап из Африки. Это огромный путь,
Я много раз хотел от этого отказаться. Вы не отказываетесь. Всем биатлон! Ура! Сделайте фотографию посреди сцены. Спасибо большое. Проводим аплодисментами. Еще раз поздравляем Андрея Николаевича Кочурова и Пионер Кап Москва. Ну что, инициатива привлекла тысячи участников из 148 городов и стимулировала открытие нового клуба биатлона. Андрей подошел, сказал мне на ушко, что это наша общая победа. Андрей, когда есть микрофон, не стесняйтесь сказать об этом публично. Ну что уж там. Вот спросите у Легкова про биатлон, он вам все скажет. А спросите Корстин, она вам тоже расскажет кое-что. В общем, мы идем дальше, друзья. Есть профессиональный спорт, есть спорт любительский. Очень здорово, что телевизионные видео так охватывают самых разных неравнодушных людей, которые начинают заниматься и дальше вовлекаются новое и новое количество участников. Но для чего мы живем? Для того, чтобы видеть счастливые глаза наших детей. Номинация «Дети в спорте». Представлены проекты, которые создают для подрастающего поколения возможности спортом заниматься, развивают спортивную инфраструктуру, организуют тренировки, образовательные программы для участников не старше 18 лет. Отметим, что в этом сезоне самая популярная номинация. Это очень здорово. Внимание! «Дети в спорте». Было подано более 1400 заявок. И для вручения награды мы на сцену приглашаем, внимание, президент Федерации спортивных прыжков через резинку. О, я был чемпионом сходни. Директор ОНО «Территория здорового спорта», автор проекта «Родной спорт» Елена Ветрова. Директор ОНО «Ты в спорте», эксперт по стратегическим партнерствам Сергей Перервенко. Перервенко, точнее, вот так правильно. Всем добрый день, друзья. А вы можете так схематично показать, как нужно прыгать через резинку? Конечно. Не, но это уже вторые, помните, косточки. Смотрите, всегда девчонки, я вам покажу, я прошу прощения, вы как Джулия Ламберт в красном практически вышли, и Эвис Крайтон обречена. Девчонки всегда немножко так жухали, когда прыгали, помните? То есть вот, допустим, когда первые, потом вторые, третьи, и третьи, когда были, они прыгали вот так, допустим, раз вот так как бы подворовывая. А мы, пацаны настоящие, мы уже прыгали по-честному, понимаете? Вот, ха, вот так, понимаете, как бы. Поэтому есть ли правила в таких прыжках, у меня вопрос. Да, правильно прыгают девочки, мальчики То есть, прыгают когда ты неправильно. жухаешь, это правильно? Да. Хорошо. Я очень трепетно отношусь к этой номинации «Дети в спорте», поскольку сама в этой номинации 3 года назад победила. Дети в спорте – это самое лучшее, это наша здоровая нация. Ведь именно в детском возрасте дети, да, могут прививать интерес к физической культуре, воспитывается и формируется командный дух, дисциплина, характер. И очень здорово, что каждый год номинация «Дети в спорте», она самая многочисленная. Это значит, что становится больше людей, которые с каждым годом дают все больше возможностей детям в спорте. Сергей. Друзья, всем здравствуйте. Конкурс «Ты в игре» показывает, насколько сильное сообщество людей, развивающих массовый спорт. И номинация «Дети в спорте» – яркое тому подтверждение. За каждой командой стоят энтузиасты, наставники, все те люди, которые ежедневно вкладывают свои силы для того, чтобы дети были активными, здоровыми и счастливыми. Хочется пожелать всем новых побед, больше людей, чтобы привлекали и занимались спортом. И, конечно, поздравить всех участников. Ура! Ура! Итак, вот они, наши номинанты. Чемпионат Локобаскет, школьная лига, Краснодарский край. Функциональные тренировки, территория спорта, кроссфит, игры, Саратовская область. Калиновка, или Калиновка, наверное, трейл, Свердловская область. Образовательный интенсив, открытое небо, Севастополь. Разгон, школьная лига, Ставропольский край. Итак, Елена. Нам было очень сложно. Все проекты крутые. И победителем стал
Образовательный интенсив «Открытое небо. Севастополь». Браво! Открытое небо, Севастополь! Антона Адамяна мы приглашаем на эту сцену. Прекрасный, замечательный Севастополь. Хочется поддержать регион. Не просто сейчас, мы это знаем. Но даже в таких условиях проекты проводятся. Открытое небо, образовательный интенсив. Крымские школьники и севастопольские школьники идут вперед, как когда-то в свое время 14-летняя севастопольская школьница Галина Парзуменщикова, которая в далеком 1964 году стала первой олимпийской чемпионкой по плаванию среди спортсменов Советского Союза. Фотография красивая, говорить слова. Антон. Трепетный момент, не всегда так, редко на самом деле выступаю вот так на такую большую аудиторию, относительно большую. Очень большая. Вы не смотрите на зал. У нас онлайн-трансляция. У нас миллионы российских конечно, граждан, и даже спортсменов. еще и не только российских. Ну, в первую очередь, конечно же, спасибо организаторам, спасибо жюри за замечательный конкурс, за возможность, скажем так, вырасти профессионально, технологически. А у нас спорт целиком завязан на технологии, поэтому если, так сказать, ну, мы занимаемся, например, каким-нибудь бегом, то нам нужны кеды, кроссовки, трусы, да и хватит, как бы, и побежали. А тут у нас целиком все технологии, электроника, все это дело такое, скажем, сейчас очень востребованное, не только в спорте, но и в гражданском секторе. А вы расскажите, чем вы занимаетесь так по-простому? У нас инженерно-спортивная секция, мы занимаемся дронами всех типов, беспилотниками. Это и машинки, и лодки, и вертолеты, и самолеты. Вот, например, на фотографии мы с ребятишками из школы собрали, это крупноузловая сборка, собрали самолет. Да, всегда хочется смотреть именно на такие фотографии, а не на, прости господи. Ну, мы стараемся делать хорошие фотографии. Вы молодцы. Спасибо. Ну, теперь будем расти еще более интенсивными темпами. Спасибо. Чего мы вам всячески желаем. Молодцы. Спасибо. Итак, членам жюри огромное спасибо. Следующая наша номинация, блестящая совершенно, безграничные возможности. Объединяет проекты, которые доказывают, что спорт доступен каждому. В номинации представлены спортивные проекты, которые направлены на популяризацию активного образа жизни, создание доступной среды и продвижение инклюзивного подхода в сфере спорта. 823 проекта были представлены на конкурсе в этом году. Для вручения награды мы приглашаем... Вы знаете, я с особым трепетом сейчас приглашаю этого человека, потому что он не только герой спорта, олимпийский чемпион, депутат, он еще и тот, на чьих репортажах мы вырастаем. И уже теперь мой блестящий коллега. Александр Легков сегодня с нами. Суперлыжник, блестящий комментатор. Ну и рядом с Александром гений чистой красоты, лицо мирового баскетбола и ныне блестящий генеральный директор единой лиги ВТБ, двукратный олимпийский призер, российская баскетболистка, заслуженный мастер спорта Илона Корстин. Красавица, легенда сегодня с нами. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, друзья! Очень приятно здесь быть уже во второй раз. И хочу, во-первых, поздравить проект «Ты в игре» с развитием. Я уже несколько лет являюсь членом жюри и присутствую здесь. Я вижу, как вы развиваетесь, и это очень здорово, потому что вы действительно даете шанс многим проектам получить возможность для развития. И вот эта номинация «Безграничные возможности», мне кажется, она очень важна, она особенная, потому что она показывает, что спорт открыт для всех, что в спорте есть место для каждого, что здесь любой человек, любая команда может проявить себя. Эта номинация, она также меняет отношение общества к инклюзии и дает возможность почувствовать всем частью большой команды. Я хочу поздравить всех номинантов с тем, что они вышли в финал. Мое мнение, что все проекты достойны первого места, но
нам все равно, к сожалению, пришлось выбрать один проект, который я озвучу чуть попозже. Я хочу пожелать всем проектам дальнейшего развития. Не останавливайтесь на достигнутом, у вас все впереди. Желаю вам будущих побед. Ну и, конечно, надеюсь, что вы найдете возможности в лице новых партнеров и спонсоров для дальнейшего развития, потому что действительно в спорте есть возможность развиваться для каждого. Спасибо. Илона, спасибо. Александр. Спасибо большое, дорогие друзья. Все было сказано, действительно очень важная номинация. Название говорит само за себя, проектов много, финалистов также много, и надо сейчас выбрать одного, но они все победители. Для нас все победители, мы всю свою жизнь, когда занимались спортом, мы всегда равнялись на людей, у которых есть безграничные возможности. Они нам давали мотивацию, они давали нам возможность идти дальше, это самое основное, что может быть. Мы по сегодняшний день вместе с этими ребятами, мы по сегодняшний день вместе с проектами, которые делают, объединяют нас и говорят то, что всем все возможно, все доступно, пожалуйста, и мы все вместе. Это самое главное, потому что спорт объединяет. И, конечно, хочется, чтобы все сегодня победили. Для меня это очень важно и ценно. Это вообще одна из самых волнительных номинаций, если честно. Все они хороши, все прекрасные виды спорта, но здесь вы все прекрасно сами понимаете, и название, как еще раз повторюсь, говорит само за себя. Давайте выберем победителя, но они у нас все победители. И мы всегда рядом идем вместе друг с другом, поэтому будем двигаться вперед, и вы, пожалуйста, все смотрите туда, где есть такие ребята, где есть такие люди, у которых есть безграничные возможности. Они очень многому вас научат и дадут вам столько сил, что вообще будет невозможное возможно, это уж точно. Поэтому всех поздравляем, а победителя мы сейчас озвучим. Да, у нас 5 проектов. Александр, спасибо большое. Футбольный проект «Играем вместе», Москва. Всероссийский проект «Паратеннис РФ», Москва. Преодоление, дайвинг для всех, Москва. Инклюзивный парусный спорт, Республика Крым. Всем бег, Санкт-Петербург. Блистательная Илона, у вас в руках конверт, и мы ждем. Итак, победителем становится проект «Всероссийский паратеннис РФ», Москва. Всероссийский проект «Паратеннис РФ». Юлия Сиренко приглашается на эту сцену. Юлия Владимировна. Казалось бы, теннис такой недоступный вид спорта для спортсменов с ограниченной мобильностью, но проект открывает возможности совершенствовать координацию движений, укреплять здоровье, расширять круг общения. На детей, на молодежь ориентирован проект с нарушениями опорно-двигательного аппарата, на ветеранов боевых действий. Большое дело делает команда Юлии Владимировны. Мы поздравляем. Паратеннис РФ. Фотография красиво. Юлечка, вас приглашаем к микрофону. Большое спасибо. В этом году проекту «Паратеннис РФ» исполнилось 5 лет. И на самом деле для нас очень важно и приятно, что наш проект получил теперь не только всероссийский охват, но и национальное признание. Александр, что вы творите? Друзья, мы Юлю благодарим, но поскольку Александр еще не до конца доломал микрофон, Саш, мне хочется тебя спросить. Мы все-таки с тобой друзья. Мы знаем, что ты блестяще совершенно перешел на федеральный уровень как спортсмен, олимпийский чемпион, гениальный лыжник. Потом, как телевизионный комментатор, невозможно представить лыжные репортажи, теперь еще и без твоего голоса. Расскажи, пожалуйста, как переходит сейчас, соответственно, твой статус, или точнее, как осуществляется переход на федеральный уровень в район охотного ряда у Александра Легкова ближе к сентябрю. Что ты можешь нам по этому поводу сказать? А ведь мы избиратели, Александр. Да, Дмитрий, спасибо тебе большое за теплые слова. На самом деле он немножко лукавит. Все, мы берем пример как раз с лучших, и все, что у меня связано с комментированием, связано с Дмитрием Губерниевым. Да, Александр, но я про депутатские сейчас дела. Да. Не надо замыливать тему. Вы еще не в Госдуме, Александр. Я начну с этого просто. С ним очень непросто комментировать. Представляете, сколько у него энергии, сколько вот этого всего такого
драйва, что приходится даже иногда раздеваться, когда вместе с ним комментируешь. Вот, потому что очень жарко становится рядом. Ну а Интересно, по поводу как, того, Александр? что куда я перехожу, Дмитрий и дорогие друзья, это очень непросто, потому что здесь вот как раз меньше нужно говорить, а больше делать. Как интересно, а я думал, когда выборы наоборот. Нет, все как Неужели раз... это депутатское счастье любит тишину, друзья? Нет, здесь как раз по-другому, и очень важно потом доказать. Это огромная ответственность. Александр, Я но очень вы каждый будете день доказывать, волнуюсь. Александр, так, чтобы вот скажите, да Я или нет? искренне надеюсь, что я смогу доказать и Вот. буду делать так, чтобы это показывать. В районе Охотного ряда. И там в том числе. Ну что ж, пожелаем Александру удачи. Спасибо. Александр Легков. Ну, друзья, великий и могучий русский язык. Не то чтобы мы сильно витиевато, но тем не менее поговорили в том числе о перспективах наших блестящих спортсменов. На самом деле, Илона, Александр, спасибо, Юля, спасибо. Если говорить совсем серьезно, Саше хочется пожелать всяческих удач, потому что спортсмены в законодательных органах власти, Александр, человек неравнодушный, в Московской областной думе проявляет себя блестяще. Ну а дальше, если уж будет волеизъявление народа, я не сомневаюсь, что Александр все будет делать для того, чтобы вот спортсмен в Государственной Думе по-настоящему не потерялся. Это важно. Александр, удачи вам. Помните, да, что все просто на дружеских, так сказать, началах. Александр, ну что. Итак, мы идем дальше, друзья. И очень важно сказать, что нашу номинацию «Безграничные возможности», кстати говоря, поддержал партнер компании Iron King. Это российский производитель спортивных тренажеров и оборудования. И сейчас мы просим еще раз, наверное, Юлию в этот зал спуститься, точнее на нашу авансцену, потому что победителя ждет специальный приз-сертификат на приобретение одного из набора силовых тренажеров Iron King. Для оглашения обладателя партнерского приза, хотя, может быть, там кто-то будет другой, Юля, подождите, может, я тороплюсь. Но в любом случае, раз уж ведущий сказал, значит, Iron King для вас тоже какой-то приз сделает, потому что мы уже, вопреки сценарию, целых 2 раза назвали абсолютно бесплатно эту прекрасную компанию. Итак, основатель компании Iron King, российского производителя спортивных тренажеров и оборудования, вице-президента общественной организации «Опор России» Артема Артемьева приглашаем. Юль, в любом случае, Артем с вами что-нибудь решит, если вдруг это будет какая-то другая история. А если не решит, тогда решу я. Добрый день, друзья. Дмитрий, вы не решите. Да. Юля, тогда решайте вы. Проходите вот, сюда. Мужик сказал, мужик сделал. Опора России, друзья. Браво! Да, то есть мужик сказал, мужик сделал, да, мы понимаем. Чем наше слово отзовется? Нам не надо предугадать. Какой молодец, Ну, а? Вот да. это уровень. Все как репетировали. Друзья, всем добрый день. Мы действительно 4-й год подряд партнеры конкурса «Ты в игре», и это для нас большая честь. И для меня, как для предпринимателя, очень важно, что участвуют в конкурсе люди, неравнодушные к спорту, которые беззаветно продвигают свои инициативы, просто потому что не могут иначе. Мы видим, что в государстве у нас уделяется большое внимание, большие силы кладутся на то, чтобы развивать адаптивный спорт. Развивают адаптивный спорт на самых разных площадках. Мы, как производитель инклюзивного оборудования, стараемся, делаем тренажеры и для зала, и для дома, и для улицы. Те тренажеры, которые востребованы, на которых занимаются обычные спортсмены, спортсмены с особыми потребностями. Мы развиваем безграничную спортивную инфраструктуру, стремимся это делать, и здесь наши устремления на 100% совпадают с конкурсом «Ты в игре». За что большое спасибо и организаторам, и участникам. Участники, все, кто подавались, я видел эти проекты, вы крутые, большой респект. Если даже вы не победили, продолжайте это делать, потому что победители, как вот мы знаем на связи со многими из них, они говорят, есть один недостаток, что нельзя 2-й раз участвовать. У тех, кто не выиграл, такая возможность есть. И в этом сезоне вот особенно нам радостно отметить проект из региона, в котором уделяется большое внимание развитию спортивной инфраструктуры вообще и инклюзивной в частности, из региона, который признан самым спортивным официально. Из какого, Дмитрий? А конверт-то у вас? Ну, из Башкортостана. Вот. Из нашего любимого Откуда же вы знаете, если вы еще не прочитали? Подготовились. Молодец. Спасибо. Спасибо, что отметили, да.
Итак, проект «Сильные люди. Республика Башкортостан». Проект, который помогает осваивать основы силового тренинга участникам СВО. Приглашаем. Сильные люди Башкортостан. Никита Григорьев приглашается на сцену. Ну, Башкортостан во многом республика спорта. Мы знаем, там колоссальная поддержка. И Артем абсолютно прав, в том числе и наших защитников Отечества, которые возвращаются через спорт ко многому. Спасибо. Да, друзья, и для Юлии мы понимаем, что вроде бы где инклюзивные тренажеры и где теннис, и мы понимаем, что все это рядом. Давайте посотрудничаем, что-то полезное мы для вас точно сделаем. Все, как сказал Дмитрий. И сделал Артем. Браво! Вот какой же вы молодец! Общая фотография. Встаньте сюда, уважаемые друзья. Спасибо большое. Если Никита Константинович подойдет к микрофону, мы будем счастливы. Попробуйте, конечно. Спасибо, что заметили наш проект. Так как мы развиваем в Башкирии, сейчас мы создаем платформу для того, чтобы у нас ветераны СВО занимались со всей России онлайн. О, это прекрасная инициатива, тем более у вас что мы всех ждем. Тренеры замечательные. И вообще Башкортостан в этом смысле во многом пилигрим как раз развития вот подобных инициатив. Спасибо вам большое. Поздравляем, провожаем аплодисменты. Артем, пожму вашу руку, вы огромный молодец. Спасибо вам, спасибо. Спасибо, с Юлей на связи, и это замечательно. Ну, обстановка очень неплохая в зале, очень теплая. У нас большая онлайн-аудитория, потому что конкурс действительно приковывает внимание и тех, кто участвует, членов жюри. Но самое главное, нас сейчас смотрят те люди, которые уже формируют свои предложения, свои заявки для того, чтобы на следующий год принять участие в нашем блестящем конкурсе «Ты в игре». И мне кажется, что в этом еще наша одна большая победа. Итак, следующая номинация «Трансформация в спорте». Сегодня современные технологии становятся неотъемлемой частью спорта, помогают эффективно тренироваться, делают спортивные сервисы удобнее, занятия спортом доступнее для миллионов людей. В этой номинации представлены проекты, которые меняют привычный взгляд на спорт, цифровые платформы, мобильные приложения, инновационные устройства, другие технологические решения, которые способствуют развитию спортивной подготовки, популяризации активного образа жизни, вовлечению людей в занятия спортом. Для вручения награды на сцену приглашаются директор Центра исследований перспективных компетенций и развития талантов НИО Высшей школы экономики профессор Андрей Сельский и президент межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации «Сибайк», автор проекта «Рожден в России», «Сибайк. Новый вид спорта», победитель 4-го сезона конкурса «Ты в игре» Александр Кучменко. Добрый день, дорогие друзья. На самом деле, вот в этой номинации «Трансформация в спорте» у нас тоже были такие жаркие споры, кого же выбрать. Может показаться, что достаточно такая номинация однообразная. Почему однообразная? Потому что за программными продуктами, как известно, если там копнуть вглубь немножечко, стоят только единички и нолики, определенной последовательности кода. Но на самом деле это совершенно не так. И если вот тут на заднем плане идет какая-то картинка, то вы можете убедиться, что это очень разнообразные проекты. Есть и программное обеспечение, софт, есть и аппаратное обеспечение, то есть железо, есть и совершенно авторские, изобретательские проекты. И, собственно, автор одного из таких проектов стоит сейчас со мной рядом. Я с радостью передам ему слово. Скажу еще только, что технологии настолько в спорт интегрировались сейчас, что мы даже уже увидели одну номинацию, которой вручили награду, да, значит, «Ты в игре», которая честно о себе сказала, что мы про технологии. Ну, а у нас совсем про технологии. Да. Спасибо большое, Алексей. Добрый день, друзья. Для меня большая честь вот уже 3-й сезон, по сути, участвовать в конкурсе «Ты в игре». Уже 2 сезона мне позволено вручать призы победителям той самой номинации, которую мы в свое время тоже победили. Это волнительно, это здорово, и это очень приятно, потому что, как правильно сегодня уже говорили, огромное количество людей
участвуют в конкурсе «Ты в игре». И самое главное, что действительно год от года их количество растет. Как растут, кстати, номиналы по номинациям, которые получают коллеги. И это здорово. Вообще конкурс «Ты в игре», конечно, однозначно показывает, что новые идеи в спорте помогают развивать спортивную отрасль, ну, наверное, ничуть не меньше, чем, собственно говоря, сами спортивные достижения на спортивных аренах. Ведь благодаря таким новым инновационным идеям и решениям занятия спортом становятся удобнее, интереснее, доступнее для миллионов наших сограждан. Кроме того, конечно же, хочу сказать, возвращаясь к нашей победе в 4-м конкурсе, участие в конкурсе «Ты в игре» однозначно дает возможность для дополнительной поддержки вашего проекта, для новых вариантов продвижения, для расширения круга единомышленников. И в итоге вы, безусловно, в любом случае переходите на новую ступень, даже не всегда, к сожалению, являясь победителями. Я хочу поздравить победителей в нашей номинации, которую мы сегодня оцениваем. Я хочу пожелать им реализации всех их идей. Я хочу, чтобы все идеи перешли в дело. И самое главное, чтобы они стали востребованными и полезными для наших людей. Спасибо. Золотые слова, спасибо большое. Итак, имена наших финалистов. Лучшие проекты. Африка 2x2, Донецкая Народная Республика. CRM Акрата Прайм, Кировская область. Трекинг Мания, Республика Башкортостан. Где трейл, Республика Крым. Искусственная волна для серфинга, Vertigo Sports, Ростовская область. Итак, господа. Номинации «Трансформация в спорте», проект «Трекинг Мания», Республика И снова Башкортостан, Трекинг Мания. Проекту более 10 лет. Крупнейший в России агрегатор туристских маршрутов. Интерактивные карты достопримечательной страны готовят. Интерактивные игры. Контент потрясающий. Роберт Валеев на этой сцене. Автор проекта. Роберт, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Безумно приятно. На самом деле, конечно, хочется сказать спасибо тем, кто меня поддерживает, моим родителям и моей прекрасной девушке, которая, наверное, сейчас смотрит трансляцию. И хочется сказать огромное спасибо организаторам этого конкурса, потому что вот таким, как я, это очень важно. Я вот очень много времени провожу за компьютером, пытаясь свой проект как-то доработать. На самом деле я его делаю уже очень давно, но постоянно забываю про него рассказывать кому-нибудь. И вот благодаря таким конкурсам просто удается хоть раз вылезти, сказать, ну да, вот я уже столько сделал, а оказывается, вот настолько уже сделал, и это здорово, классно. Поэтому, ребят, не стесняйтесь, обязательно рассказывайте про себя всем, давайте дружить. Я с удовольствием про вас буду рассказывать в своем проекте. У меня есть место для каждого из вас, поэтому Трекинг Мания, заходите, только, пожалуйста, не все вместе, потому что сейчас сайт сломается, а я здесь стою. И... Ну, а у вас теперь есть деньги на нового СММчика, если что. Ну да, есть как починить, да, спасибо большое. Спасибо. Ну, должен был кто-то сказать. Роберт, огромный молодец. Алга, Башкортостан. Спасибо вам. Друзья, провожаем аплодисментами членов нашего жюри, неравнодушных людей. Специальные партнерские номинации, тоже важная история. Корпоративный спорт. Номинация посвящена проектам, которые помогают сделать спорт частью корпоративной культуры, объединяют сотрудников, укрепляют командный дух, мотивируют вести активный образ жизни. Итак, партнер номинации «Парусное сообщество «Сила ветра» организует корпоративную парусную регату для победителя. Как здорово! В рамках специальной номинации «Корпоративный спорт» прошли финал 3 проекта. И после официальных слов мы узнаем имена. Для вручения наград на сцену приглашаются партнер «Силы ветра», капитан, исследователь проекта «Кругосветчики» Андрей Кипятков и генеральный директор «Оно наследие», заслуженный тренер нашей страны, чемпион Арнольд Классик Дмитрий Ешанькин. Добрый день, друзья. Сегодня корпоративный спорт – это
не просто часть корпоративной культуры. Это инструмент, который позволяет создавать команды, в которых построено все на доверии, и люди умеют работать сообща. Нам в силе ветра это знакомо не понаслышке, потому что парусный спорт очень быстро показывает, что любой результат – это работа команды, где важен вклад каждого и есть движение к общей цели. Именно поэтому нам искренне приятно участвовать в таких проектах и их поддерживать, где люди соединяются через спорт и строятся по-настоящему сильные команды. Ваши аплодисменты. Да, корпоративный спорт – это инвестиция в людей. Это такая важная часть корпоративной культуры. Если раньше все прибухивали и приглашали каких-то артистов за безумные деньги, то сейчас, как интересно, вы же заметили, мы заметили, что руководители предприятий приглашают спортсменов, и мы там участвуем, организуем и проводим мероприятия. И это классно, здорово, потому что мы видим, что меняется атмосфера. Вот эти традиционные ценности, семейные, они вот люди другие, энергия другая. Это сближает, это объединяет, это классно, круто и здорово. Это вот по-настоящему ценно. И мы вот за такой корпоративный, семейный, добрый, настоящий спорт. Спасибо. Как прекрасно, Дмитрий. Итак, наши финалисты в этой номинации. Спрингл. Корпоративная лига по Ultimate Frisbee Москва. Движок. Московская область. Всероссийский корпоративный турнир по бадминтону Smash Cup. Татарстан. Господа, у кого-то из вас должен быть конверт. Мы его видим. Итак, победитель – проект «Движок», Московская область. Движок. Наталью Козыреву мы приглашаем. Корпоративная программа первой грузовой компании ПГК по формированию здоровой среды в коллективе. Проект направлен на улучшение физического и ментального здоровья сотрудников. Реализуется командой департамента корпоративных коммуникаций компании. Сразу видно, Наталья Александровна подготовилась как никто другой. Я тоже могу подойти. Ведь вы наверняка рассчитывали не на это вот все культуристическое. Шутка, шутка, шутка. Поздравляю. Вот, вот. Большое спасибо всем организаторам. Это очень неожиданная победа, потому что у нас потрясающие, я бы даже не назвала это соперниками, потрясающие такие же турниры. Это те люди, которые стоит поучиться. А так наш проект мы делаем для людей о людях. Мы хотим, чтобы наши сотрудники приходили на работу и были счастливы. И вот, как показала практика, у нас это немножко получается. Спасибо большое. Спасибо большое, Наталья. Как мы сегодня, глядя на вас. Спасибо вам большое. Прежде чем, подождите, пожалуйста, подождите, ради бога. Дмитрий, конечно, но смотрите, вы же культурист, Арнольд Классик, это, бывших не бывает культуристов. Вы, кстати, вот я к вам сейчас подойду. Кто, с вашей точки зрения, величайший из великих? Но в суе касаться святых имен не будем про Арнольда, а вот из всех остальных, если брать мистеров Олимпия или Арнольд Классик, вы за кого? Многие, наверное, не вспомнят, но в программе «Время» в 91 году показали мистера Олимпия Ли Хейни. 8-кратный, кстати. Кстати, да. И действующие, и уже бывшие, и уже умершие, они считали Ли Хейни величайшим. Вот какой вы молодец. Теперь смотрите, Ли Хейни, я за Фрэнка Зейна, кстати, который потрясал своей эстетикой абсолютно точно. Вот, вы предварили мой вопрос. Я вас прошу, почему-то, по-моему, несколько лет даже назад такая знаменитая поза HP была исключена. Вот, почему? Вы можете показать, как это выглядит? Аплодисменты, друзья! Вот как это выглядит! Браво! Спасибо большое, Дмитрий, вы огромный молодец! Поздравляем вас, провожаем аплодисментами. Бодибилдинг — наше все. Да, были времена, когда в программе «Время», друзья, говорили про Ли Хейни. Ах!
Так, у нас следующая блестящая номинация – спортивный туризм. Спортивный туризм, ну, сейчас открывается как-то по-новому. Тоже хорошо забытое старое, потому что я, например, опять же, когда учился в Гацаливке, у нас был предмет туризм, мы ходили в поход на целых 2 дня. Когда вот здесь рассказал блестящий культурист по поводу того, чем занимались представители тех или иных компаний раньше, прежде чем приступить к спорту. Представляете, чем занимались в походе студенты? Но я стоял на страже у каждой палатки, потому что должен был быть один, которому дорого просвещение и образование. Итак, спортивный туризм объединяет проекты, которые развивают активные путешествия, создают новые маршруты и делают спортивный туризм доступным для людей разных возрастов и уровня подготовки. Партнер номинации – Федерация спортивного туризма России. Приз от партнера обучения, сертификация инструкторов проекта победителя, а также сертификат от Федерации спортивного туризма на приобретение туристического оборудования. 3 проекта вышли в финал, но, впрочем, обо всем по порядку. Сейчас для вручения высокой награды на сцену мы пригласим под ваши аплодисменты председатель Ассоциации студенческих клубов России Леонид Постовский и основатель подразделения триатлон сети клуба World Class, официальный амбассадор Ironman Russia Виктория Шубина. Добрый день. Спортивный туризм действительно прошел большую историю развития от массовых посиделок у костра с гитарой. И сейчас это динамичный вид спорта, который объединяет в себе походы с восхождениями на 8000-ники. Они длятся месяц. Они могут быть очень простыми и двухдневными через массовые походы по туристским тропам и динамичные дистанции на стадионах и в природной среде. И вот сейчас представить себе туриста, который не стремится открывать нашу природу, невозможно. Я открываю этот конверт. Подождите пока. Как скажете. Ну, во-первых, нам хочется услышать Викторию. Непременно. Виктория. И еще дело в том, что нужно перечислить всех номинантов. Вы жить торопитесь, вы чувствовать спешите, и как я вам в этом завидую. Ах, прошу. Вот, понимаете, да? Спасибо, как, Леонид. Как прозвучало сейчас. Я бы так сказал, даже, так сказать, по-лермонтовски немножко. Но, знаете, действительно потрясающая номинация. И я 6-й сезон уже. С самого начала в конкурсе «Ты в игре» являюсь экспертом. И я очень рада выйти сегодня с Леонидом, потому что, ну, для меня, наверное, эта номинация действительно свежий воздух, путешествия, палатки, все это в нашей жизни было в моей и есть. Я поднималась на горы, была на Эльбрусе 4 раза уже, может быть, и 5-й зайду, где еще была на Килиманджаро, где-то еще. Ну, в общем, это для меня все очень-очень близко. И мы даже с Леонидом обсуждали, что, может быть, что-то такое совместное сделаем. Вплавь, потом на велосипедах, потом бегом, почему бы и нет. Но самое главное, что, мне кажется, это все-таки про массовость. Да? Конечно, есть и спортивный туризм, есть и очень сложные мероприятия, но это про природу, это про солнце, это про свежий воздух, это про красоту. Это про походить босиком по траве. Но, во всяком случае, когда вот я слышу это слово, для меня это вот таким образом ассоциируется. Ну что же, Леонид, пора, мне кажется, подготовиться, открывать конверт. Пока Леонид готовится, у нас финалисты. Камчатка Трейл-1, Камчатский край. Спортивно-экологические сплавы «Плывем к чистоте» Московская область и Маршанский Сокол, Тамбовская область. Итак, вот теперь, Леонид, самое время. От предварительных ласк, так сказать, приступили к действиям, как говорил Александр Ширвинд в одном фильме. Победителем в номинации «Спортивный туризм» становится проект «Камчатка Трейл-1». Искандер Минибаев приглашается на сцену.
Мобильные трейловые забеги совмещают соревновательный старт с исследованием уникальных природных ландшафтов. Опыт первооткрывателей. Системно открывают новые направления. Маршруты согласуются с МЧС, тропы маркируются. Все процессы работают по отлаженным протоколам. Одно из самых динамичных и массовых мероприятий, которое реализуется командой энтузиастов из Башкирии. Вам слово. Спасибо большое за оценку этого проекта. Спасибо организаторам. Наверное, вау, прежде всего, охота сказать. Спасибо за то, что вы развиваете спортивную культуру. Все, кто здесь есть, все, кто, в принципе, это делает. Почему это важно для нашего проекта? Потому что в этом году мы соединяем вулканы Тихого океана и горы Урала вместе несколькими командами. И вот этой команде большой, которую сейчас не видно, но она есть, вот этой команде большое спасибо. Мы присоединяемся. Спасибо большое. Продолжайте далее. Виктория, подождите. Я задам вам вопрос. Победителя провожаем аплодисменты. Можно вас, пожалуйста, на центр? Вы же много айронменов, как Iron Woman, преодолели. Что-нибудь об этом расскажете? 9 полных айронменов и 29 половинок. Давайте поаплодируем. Это невероятная история. Можете мне объяснить? Вот я занимался спортом, практически даже стал мастером спорта по академической гребле в свое время. Я часто очень красиво, безусловно, что показывают сейчас в том числе. Красивый мужчина. Дело в том, что академическая гребля — единственный вид спорта, который развивает 97% мышц человеческого тела. Единственный из. Вот Легков там где-то бродит уже в кулуарах, а даже лыжи не... Почему 97, спросите вы? Есть еще лицо. Если ты в этот момент еще, допустим, проговариваешь какие-то скороговорки, корчишь рожицы и так далее, то все 99. Так вот, вопрос у меня такой. Очень часто бывает так, что триатлон и айронмен для мужчин, которые в детстве или в юношестве ничего тяжелее ложки в руки не брали. То есть они как бы реализовываются через марафоны. Вы часто встречаете таких людей, и что бы вы сказали тем, кто хочет, может быть, не имея спортивного опыта, начать подготовку к таким серьезным испытаниям в триатлоне? Потому что это очень важно, правильно начать. А дорога марафонская, длинная и опасная для здоровья иногда. Ну, самое главное, никуда не торопиться, все постепенно, аккуратно. Найдите себе хорошего тренера, сделайте план. Вообще очень похоже на бизнес-проект, да, то есть вот как бы есть цель, расписывается к цели планирования тренировочного процесса, он должен быть сбалансированный, а сбалансированный тренировочный процесс — это сочетание самих тренировок, сбалансированных по всем активностям, там и силовая подготовка, соответственно, и на выносливость, и координация и так далее. И обязательно качественное восстановление, потому что все самое крутое, хорошее, прогресс в тренировке происходит в момент восстановления. Если его нету, качественно, питание и сон, то дальше, сколько ни тренируйся, будет только хуже. Спасибо. В общем, кто хорошо ест и спит, тот вылитый триатлонист. Спасибо. Провожаем аплодисментами. Идем дальше. Заключительная партнерская номинация «Медиа». Партнер номинации — спортивный портал «Чемпионат». Приз от партнеров данной номинации и материал о проекте победителя на сайте спортивного портала «Чемпионат». В рамках проекта «Медиа» в финал вышли 3 проекта. Мы узнаем их имена. Для вручения награды на сцену приглашается Вячеслав Апахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат». Большие мои друзья, огромные молодцы. 15 раз в день звонят, а надо 20. Спасибо. Доброе утро всем, особенно тем, кто до 4:30 почти, как я, смотрел матч Португалия-Хорватия сегодня. Поэтому, надеюсь, мы выглядим с вами достаточно хорошо. В спорте часто говорят, что самое главное — это сделать первый шаг. Но часто этот первый шаг начинается не в зале, не на стадионе, не даже на тренировочном каком-то паркете. Он начинается с истории, которую человек увидел, прочитал или услышал. Именно поэтому медиа — это не просто способ рассказать о спортивном проекте. Это возможность сделать так, чтобы иногда о нем услышали тысячи или миллионы людей. Сегодня в финале проекты, которые делают именно это.
Они интересно, профессионально и с большой любовью рассказывают о спорте. Для чемпионата большая честь поддерживать эти проекты и поддерживать эту номинацию. И отмечать, что это люди, которые профессионально и очень увлеченно рассказывают о спорте. И мы хотим поблагодарить всех, кто участвовал в этой номинации, всех финалистов, и сказать спасибо за то, что находите новых героев, находите новые темы, находите новые форматы и помогаете нам делать так, чтобы все знали, что спортивные медиа еще живы, несмотря на то, что нас щемят, простите. Что у вас щемит-то? Что ж такое-то? Щемят нас различные Ничего никто не щемит. каналы. Какие каналы? В том числе Дмитрий. В том числе что, Дмитрий? Кто Дмитрий? Чемпионат — это One Love. Это так и Every есть. day and every night. Особенно от вас это приятно слышать. International level у вас, давайте поддержим. Они на самом деле огромные молодцы. Талантливые журналисты. Ну что, научно-популярная программа «Спортопыт. Москва». Медиапроект «Хоккейный паб. Орловская область». Спортивная программа «Радар Спорт. Бурятия». Итак, Вячеслав, не щемите. Говорите. Победила научно-популярная программа «Спортопыт». «Спортопыт. Москва». Артема Шурыгина приглашаем. Он придумал все это великолепие. Готовясь к первой тренировке по айкидо, обнаружил, доступная информация разрознена. Ну а дальше каждый выпуск программы длится 30-40 минут. Единая структура, показ реального занятия глазами новичка. Тут и чемпионы, биометрические данные спортсменов, розыгрыш призов «Спортопыт». Во второй раз участвует. Вот уже одержана победа. Поздравляем от души. Спасибо! Провожаем аплодисментами. Ну, подойдите, да. Желание святое для чемпиона. Спасибо. Да, здравствуйте. Меня зовут Даниэль, не Артем. Артем — пилот гражданской авиации. Он сейчас где-то в небе под песню «От винта» поет. Я Даниэль, я режиссер передачи. И от лица команды хочу сказать большое спасибо организаторам за то, что доверились нам, заметили нас. Спасибо большое вам за то, что нас презентовали. Мы простые ребята, которые простыми словами рассказывают о спорте, показывают абсолютно разные дисциплины, популяризируют это и рассказывают то, что спорт — это не так страшно и порой не всегда тяжело. Вот, от лица режиссера хочу сказать большое спасибо команде, которая всю эту передачу снимает, монтирует, продвигает и ведет. Вы очень большие молодцы, уже несколько лет самозабвенно мы в этом пути работаем. Ну и, конечно же, помните, что неважно, каким спортом вы занимаетесь, важно, что вы занимаетесь спортом. Большое спасибо. Правильно, спасибо большое. Вам огромное спасибо. Чемпионат молодцы. Итак, народное голосование. Идем дальше. Особый этап конкурса ТВ-игре для полуфиналистов. Ну, понятно, что здесь огромное количество людей принимает участие. Для каждого жителя России возможность проголосовать, повод узнать больше о разнообразных спортивных событиях в разных регионах. Любой желающий может отдать свой голос за один из 250 проектов полуфиналистов. В предыдущие сезоны побеждали здесь маленькая конюшня Тульской области, семейный туристический фестиваль в Татарстане. В этом году лидер по числу голосов получит специальный приз партнера конкурса издания «Спорт Бизнес Консалтинг». О проекте победителей выйдет статья на интернет-площадке и в печатной версии журнала. Партнер конкурса Российский футбольный союз тоже поддержал победителя и привел, в общем, свои доводы для того, чтобы помочь. Здесь была профессиональная фотосъемка организована, чтобы у проекта было еще больше шансов выиграть в конкурсе. РФС молодцы. Для вручения награды на сцену приглашается Дмитрий Христич, шеф-редактор СБК «Спорт Бизнес Консалтинг». Всем доброе утро, добрый день. Я, кстати, хотел бы отметить, что организаторы, на мой взгляд, идеально выбрали время для церемонии, потому что у нас остается еще потом целый день насладиться эмоциями, впечатлениями, общением после этой премии. И мы в СБК регулярно проводим деловые бизнес-завтраки спортивные, тоже знаем, что это лучшее время для общения, для работы продуктивной. Лично я рад еще, что у меня вечером остается время для моего традиционного футбольного матча еженедельного. Надеюсь, что все пятничный вечер пройдут на спорте сегодня. Ну и вообще СБК поддерживает конкурс ТВ-игре тоже с первого сезона.
нас многое объединяет, потому что одна из миссий СБК, как и у конкурса, это создавать комьюнити энтузиастов, предпринимателей, продвигать проекты, помогать рассказывать о себе, различным проектам, компаниям, людям. И тем символично, что мы поддерживаем в этом году именно номинацию «Народное голосование», где экспертами становятся просто все жители страны. И уже полуфиналисты еще не знают, как сложится их судьба в их номинациях, но уже на этом этапе получают определенное признание, могут рассказать о себе и получают новую аудиторию. А мы постараемся эту аудиторию потом для победителя номинации еще и расширить наши публикации, нашим комьюнити и соединить их с заинтересованными сторонами, чтобы они могли еще лучше развиваться, добиваться новых успехов. Спасибо. Итак, победитель народного голосования. Мы здесь не представляем, там же все полуфиналисты. Поэтому у меня есть небольшой сертификат. Организаторы не решили сделать огромный, как мы хотели, чтобы это было ярко видно. И победитель народного голосования в 6-м сезоне конкурса «Ты в игре» — спортивный проект «Добрый футбол». Добрый футбол! Автор проекта Янис Шебут. Для получения приза на сцену приглашается сестра Яниса Кристина Каложокова. Проект пожарного из Самского заполярного села в Мурманской области Яниса Шебута. Тренирует детей в местной спортсекции, футбол, волейбол, национальные виды. Система мотивации своеобразная. 90 человек занимаются, в том числе девчонки. И приобщаются к волонтерству, добрым делам, поощряет наставник. Там система бонусов и, конечно, развитие самых разных видов спорта. Все огромные молодцы. Янису большой привет. Кристина красотка. Поздравляем, провожаем аплодисментами. Ура! Настало время, друзья, для нашего традиционного приза от партнера «Триколор Спорт» под названием «Наш спорт здесь». Приз от партнера — съемка документального фильма о проекте «Победители». Очень непростое было решение. Все 3-4 финалиста участвовали, выбирали очень трудно. Для объявления победителя я приглашаю программного продюсера спортивного вещания «Триколор» Евгения Жаркова. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. От имени Триколор Спорт я поздравляю всех участников и лауреатов конкурса. Передаю слова благодарности организаторам этой вдохновляющей инициативы, создателям этой прекрасной церемонии. Справедливо отметить блестящую работу лучшего спортивного комментатора в мире, блистательного ведущего Дмитрия Губерниева. Спасибо вам большое. Что касается конкурса. В первую очередь конкурс — это история людей, которые своим личным примером мотивируют других заниматься спортом. Менять жизнь вокруг себя в лучшую сторону. Конечно, мы поддерживаем такие инициативы, но мы хотим большего. Мы хотим рассказать всей стране об этом. И в течение 5 лет создаем документальные фильмы про каждого из победителя, организуем ему значительную медиаподдержку для того, чтобы о нем узнала вся страна. И настало время узнать нового победителя образца 2026 года. Итак, в номинации «Наш спорт здесь» специальную награду от Триколор Спорт получает кубок по любительскому биатлону «Пионер Кап», город Москва. Пионер Кап проводит и детские мероприятия, собирается выходить на международный уровень с проведением этапов в Беларуси. И даже организовывать прямые трансляции, ого-го, всех гонок для популяризации любительского биатлона. Во второй раз на сцену поднимается Андрей Кочуров, теперь уже двукратный чемпион. Я тогда еще воспользуюсь, скажу. Да, Дмитрий? В предстоящем году у нас 10-й юбилейный сезон, и планы там супер амбициозные. Вот там сидят девчонки из моей команды. Девчонки!
Это те, кто это все делают. Я их вообще дико люблю. Вот представьте, 10-й сезон будет супер особенным. Мы наконец-то добились того, что наши гонки не просто любительские, а супер зрелищные. И все, кто живет в Казани, Санкт-Петербурге, Москве или Мособласти, я приглашаю вас на наши эстафеты, потому что там такое рубилово. Вы такого, я вас уверяю, если вам не понравится, я верну вам деньги. Я так говорю всем. Это то, что нам нужно. Я сам этого хотел больше всего. Огромное еще раз спасибо. Фильм нам точно нужен. Поздравляем вас! Вы молодцы! Провожаем аплодисментами после памятной фотографии. Звоните, если что. Это наша общая победа, Дмитрий. Спасибо, ура! Итак, друзья, выходим на финишную прямую. Гран-при. Главный приз 6-го сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Лучший проект сезона и специальный приз 1 миллион рублей. Для вручения Гран-при 6-го сезона конкурса «Ты в игре» на сцену приглашаются заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Чернышенко и российская фигуристка, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, блистательная Евгения Медведева. Дорогие друзья, очень рад всех приветствовать на 6-м, уже, можно сказать, предюбилейном конкурсе «Ты в игре», который всероссийский, не просто на словах, а на деле. Это доказали все конкурсанты, которые подавали заявки. Я хотел бы всех поблагодарить. 27 тысяч заявок – это огромный результат. Энтузиасты спорта в нашей стране, они несут огромный вклад в достижение национальной цели, которую нам поставил наш президент Владимир Владимирович Путин, чтобы 70% наших граждан регулярно занимались спортом. Сейчас в этот момент каждый про себя подумал, а утром он позанимался или нет. Вот для того, чтобы были такие возможности в нашей стране, конечно, создаются условия. Правительство поддерживает множество программ. Вот. Но сегодня я хотел бы поблагодарить организаторов. Это ОНО «Национальные приоритеты», которые при поддержке Минспорта смогли сделать этот ежегодный конкурс настолько популярным. Вот все конкурсанты, безусловно, заслуживают признания, но всегда есть кто-то один, который именно в этот момент, по мнению уважаемого экспертного жюри, наших заслуженных и спортсменов, и тренеров, выбрали как раз именно этого победителя. Я думаю, что будет справедливо, если победителя назовет наша ослепительная Евгения. Назовет. Евгения. Конверт есть у нас? У нас есть конверт? Вот конверт. До самого последнего момента, потому что жюри, понимаете, это гран-при, Женя. Может быть, там вписывалось буквально на глазах. Здравствуйте. Всем добрый день. И побеждает проект «Искусственная волна для серфинга Vertigo Sports». Vertigo Sport, Ростовская область. Искусственная волна для серфинга. Александр Ищенко приглашается на сцену. Он разработчик проекта. Генерация искусственной волны. Волногенератор не просто имитирует потоки, а воспроизводит механику классического океанского серфинга. Может работать на открытом воздухе. Помещение, энергопотребление в 10 раз ниже, чем у зарубежных аналогов. Технология, подходящая для всей страны. Уже серийное производство. Второй бассейн построили. Планируется расширение территории, строительство крупнейшего в Европе мультифункционального центра водного экшн-спорта. Браво! Молодцы! Давайте сделаем сначала памятное фото. Дмитрий Николаевич, Евгения, все вместе. Все, на центр. Будьте добры. У нас камеры, у нас фотографы, у нас все красиво. Смотрите сюда, прямо, вот камеры, да.
И Александр Сергеевич, пожалуйста, вы чемпион сегодня, Гран-при, 1 000 000 рублей. Может, расскажете, куда потратите уже? У вас впереди масса проектов. Дорогие друзья, во-первых, я хочу сказать спасибо всем участникам жюри за то, что они, скажем так, рассмотрели зерно моего изобретения, моей разработки и увидели в этом потенциал. Но я лишь придумал это и там, реализовал. Но весь путь, который мы прошли сюда, организовала моя супруга Анастасия. Она сидит в зале. Вот. Ей за это большое спасибо. И еще я хотел сказать огромное спасибо вам, Дмитрий Губерниев, за финал эстафеты мужской нашей в 2018 году, когда Антоша, решай, простым человеческим языком. Все еще будет. Наши спортсмены всех победят. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. А помните, кстати говоря, Дмитрий Николаевич, Евгения, в фильме «На гребне волны» Гэри Бьюси был такой актер, когда прыгнул так и такая: они серферы. Вот, это же вы, это про вас, но значительно более добрые и справедливые. Друзья, огромное спасибо нашим чемпионам. Дмитрий Николаевич, вам спасибо. Вы курируете спорт во многом. Вы действительно делаете огромную работу в правительстве Российской Федерации. Триумф Шипулиной нашей эстафеты без Дмитрия Чернышенко на сочинской земле был бы невозможен. Мы это понимаем. Жень, ну и вас хочу пригласить к микрофону. Ну а как иначе, конечно, на правах ведущего. Может быть, даже я, собственно, сам подаю. Дмитрий Николаевич тоже молодец. Вот вице-премьеры тоже, понимаете. Вот. Жень, ну я просто хочу узнать, что нового. Ой, Дим, знаешь, спасибо тебе большое. Мне про спорт всегда есть что сказать. Конечно, у нас ну ты же такое звезда. Ну замечательное сегодня мероприятие. Я, во-первых, хочу поздравить всех победителей конкурса «Ты в игре». Потому что для меня, как для спортсменки, наблюдать, как множество видов спорта развиваются, становятся более доступными. Даже если взять там, буквально 5 лет назад, когда я закончила со спортом, идти по нашему городу и вообще по стране, когда я путешествовала, было видно, что значительно меньше было площадок, значительно меньше было мероприятий, на которые люди могут просто прийти, и бесплатно, и какие-то новые абсолютно объекты спортивные стали появляться. И за эти 5 лет очень сильно выросла возможность для жителей нашей страны и нашего прекрасного города Москва заниматься спортом. Для меня это на самом деле огромный-огромный такой плюс, поскольку я сама уже давно не в большом спорте и могу себе позволить попробовать разные виды спорта. И я вот жду не дождусь, когда я восстановлюсь после плановой операции. И вот как раз-таки очень хочу попробовать эту искусственную волну. Это так интересно. Да поэтому уже приглашение ждет. Я только за. Да, запомните меня. И я хочу просто пожелать всем победителям конкурса «Ты в игре», чтобы эта победа, как и для каждого спортсмена, да, когда ты выигрываешь медаль, ты начинаешь чувствовать себя победителем. И главное, чтобы вот это чувство победы, оно вас только дальше вдохновляло на новые свершения, на радость нам, жителям нашей страны. Вот, поэтому спасибо вам большое за все, что вы делаете для любительского спорта, для профессионального спорта. И я уверена, что дальше больше в ваших руках наше спортивное будущее. Евгения, спасибо большое вам. Ну, знаю, в личной жизни все хорошо, молода, красиво. Что может быть лучше? Дмитрий Николаевич? Все-таки решил сказать интересное такое наблюдение. Дело в том, что в нашей стране немного мест, где можно профессионально заниматься серфингом. Я пробовал практиковаться в этом виде спорта. Это непростой спорт, но очень интересный, увлекательный. Но у нас есть на Камчатке, на Сахалине немного, в Калининграде. Ну, кто-то, может быть, подскажет, где-то еще волны находят. Но теперь, благодаря этому проекту, который получил сегодня Гран-при, будет возможность такие бассейны с искусственной волной построить во многих регионах нашей страны. Все, кто захотят, энтузиасты или предприниматели, это осуществить.
И одна из идей, которая мне сейчас пришла, у нас есть проект по поручению президента «5 морей, озеро Байкал», где строятся круглогодичные морские курорты. И мы, тех, кто строит, инвесторов, обязательно познакомим с этой технологией, будем помогать ее продвигать, популяризировать, чтобы как можно больше наших граждан могли попробовать себя в этом пока еще экзотическом, но очень интересном, таком красивом виде спорта. Вот, Дмитрий Николаевич, спасибо большое. Вот реальная работа, в том числе на глазах сейчас была проделана вице-премьером правительства Российской Федерации. Спасибо. Ну что, друзья, мы завершаем и всех приглашаю на общее фото. Всех. Дмитрий Николаевич, оставайся, конечно. Ну сейчас выйдут люди, те, которые сегодня поднимались на эту сцену, наши блестящие победители, все те, кто сегодня представил свои проекты. Члены экспертного совета 6-го сезона приглашаются. Всем партнерам огромное спасибо. Особая благодарность Министерству спорта, госпрограмме «Спорт в России» за ежегодную поддержку конкурса «Ты в игре». Национальному центру России огромное спасибо. Все большие молодцы, зрители здесь, в этом уютном зале. Все, кто смотрел нас в онлайн-формате. Всех благодарим и всех приглашаем на памятное фото. Дмитрий Николаевич, молодец как партнер, в данном случае Евгении Медведевой, и обязательную программу исполнил, а сейчас исполняет произвольную. Спасибо всем большое, ты в игре, до новых встреч, все огромные молодцы. Наши спортсмены всех победят. Ура! Дмитрий Николаевич, давайте в центр, будьте добры. Пропустите Чернышенко немножко поближе. Ну, так, что видно было, вот. Дмитрий Николаевич, это режиссеры командуют, это не моя. Я знаю, что вы скромный поклонник теперь еще и серфинга. Итак, друзья, ты в игре, 6-й сезон, ты в зоне роста. Спасибо всем, мы чемпионы.